Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я покажу, зачем смешивать соль с хозяйственным мылом. Этот совет пригодится и для уборки, и для стирки. Используя соль и мыло, вы не только сможете все отмыть и отстирать, но еще и неплохо сэкономите, причем не только на чистящих средствах. Начнем со стирки. Есть у меня кухонное полотенце с пятном от соевого соуса. На футболке сделаю пятно от растительного масла. Если у вас на одежде появилось жирное пятно, запомните, что его сразу нужно промокнуть бумажным полотенцем. На штанах сделаю пятно от кетчупа. Его тоже сразу промакиваю. Еще буду стирать светлые носочки и футболку с засаленным воротником. Дело в том, что такие пятна после одной стирки в стиральной машине могут не отстираться, поэтому покажу, что нужно сделать. Возьмите таз или любую другую емкость, в которой можно замочить вещи, и налейте в него 10 литров теплой воды. Дальше нам понадобится хозяйственное мыло. Его нужно натереть на мелкой терке. Я использую обычное мыло 72%, но вы, если хотите, можете взять мыло против пятен. Натерла половину бруска. Вот столько стружки хозяйственного мыла у меня получилось. Это не на один раз, ее хватит на несколько стирок или чисток. Добавляю в воду 2 столовые ложки натертого мыла. И сюда же насыпаю 2 столовые ложки соли. Хорошо все нужно перемешать. И можно замачивать в таком растворе вещи с пятнами и просто грязные вещи, которые нужно выстирать. Оставляю на 30 минут. Если у вас есть рабочая одежда, вы хотите нормально выстирать спортивные вещи, чтобы они не пахли потом, и при этом вы любите стирать на режиме быстрая стирка, которая длится 30, а иногда и 15 минут, тогда перед стиркой такие вещи лучше замочить. Сюда же, кстати, относятся трусы и носки. У меня темных вещей больше, поэтому наливаю в таз 20 литров теплой воды. Добавляю 4 столовые ложки хозяйственного мыла. И столько же соли. Хорошо перемешиваете. Если вы хотите, чтобы мыло полностью растворилось, оставьте на 5 минут, а потом перемешайте. Теперь кладите в данный раствор грязные вещи. Обязательно сортируйте вещи. Светлые замачивайте отдельно, темные отдельно. Еще обратите внимание, что нельзя замачивать шелковые и шерстяные вещи, кожаные изделия, одежду с металлическими элементами. Здесь учтите бюстгальтеры, у них может поржаветь фурнитура. Также надолго нельзя замачивать вещи с приклеенными принтами и осторожно с цветными вещами, потому что краситель может вымыться из ткани. В этом случае используйте для замачивания теплую воду, не горячую, и оставляйте ненадолго. Замачивать так можно рубашки, прекрасно отстирываются желтые пятна пота, подмышки и воротник, кухонные полотенца, хорошо выстирываются различные пятна и неприятные запахи, махровые полотенца и постельное белье. После стирки не будет никакой желтизны, вещи очень хорошо простираются и будут свежие. Если у вас есть рабочая одежда с пятнами, которые после первой стирки не отстирываются, тоже обязательно попробуйте этот способ. У меня светлые вещи достаточно полежали в растворе, отжимаю их и кладу в стиральную машину.
Благодаря замачиванию вы можете стирать грязные вещи, постельное белье или другие вещи, которые нужно стирать на длинных режимах, на быстрой стирке. Таким образом вы экономите электроэнергию. Еще один плюс. Для замачивания нужно использовать дешевые ингредиенты, а для стирки минимальное количество порошка или геля. Ну и согласитесь, что иногда даже после стирки можно обнаружить на белье пятна, и вы видите, что оно плохо отстиралось. В данном случае постиранные вещи будут чистые, свежие, без пятен и неприятного запаха. Стирать буду с небольшим количеством геля. Он у меня обычный, не концентрат. Выбираю быструю стирку с минимальной температурой. Помимо стирки из соли и мыла, еще можно сделать отличное чистящее средство. Возьмите небольшую емкость, налейте в нее 100 мл теплой воды, добавляйте в воду стружку хозяйственного мыла, 1 столовую ложку и столовую ложку соли. У меня вода жесткая, поэтому на раковине, кроме жира, есть еще известковый налет. Чтобы его удалить, добавлю в наше чистящее средство 1 столовую ложку уксуса. Немного все перемешиваю. Смачиваю губку и раковину водой. И с помощью губки распределяю сделанный состав по раковине. Я не жду, пока мыло полностью растворится. Если хотите, можете подождать, но это не обязательно. Все, оставляю так на 5 минут. Через 5 минут можете приступать к мытью раковины. Где еще можно использовать эту чистящую смесь? Ей можно мыть раковину в ванной и ванну, на кухне для мытья фасадов, плитки и плиты. В этом случае уксус добавлять не нужно. Когда будете мыть фасады кухни и ванну, обратите внимание, чтобы соль в средстве полностью растворилась, иначе она оставит царапины на поверхности. Все просто, никакой химии. И смотрите, как чисто. Светлые вещи уже постирались, я их достала, и теперь буду класть в машинку темные вещи. Белые точки на вещах – это нерастворенное хозяйственное мыло. Оно в машинке отстирается и выполоскается. Но если вы выберете режим, в котором машинка использует мало воды, положите много вещей в барабан и не оставите свободного места, не включите дополнительное полоскание, тогда светлые пятна останутся и нужно будет дополнительно выполаскивать вещи. Как помогает соль во время стирки? Она усиливает действие мыла или порошка, делая раствор более активным, борется с желтизной на белом белье, пятнами от пота и дезодоранта, сохраняет яркость цветных вещей, нейтрализует запахи пота, плесени и сырости. В сочетании с хозяйственным мылом она отлично освежает полотенца, спортивную одежду и постельное белье. Для стирки снова беру небольшое количество геля. Этот гель у меня тоже обычный, не концентрат. И выбираю быструю стирку с минимальной температурой. Теперь про хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло щелочное, поэтому оно легко отстирывает жирные пятна с одежды, пятна от пота, кожное сало. И именно поэтому после такой стирки, даже если белье полежит, в нем не появится вот этот неприятный запах залеженных вещей. Также хозяйственное мыло обладает антисептическими свойствами, оно уничтожает бактерии и грибки во время стирки.
Плюс не вызывает аллергии и безопасно для чувствительной кожи. Поэтому вы можете спокойно стирать им детские вещи и нижнее белье. Вещи постирались. Сейчас они высохнут, и я покажу результат. Смотрите, все отстиралось, и это на быстрой стирке с минимальной температурой и моющим средством. Так что смешивайте хозяйственное мыло с солью, если хотите отмыть раковину или, например, плиту, и отстирать грязные вещи, свежие и старые пятна. Надеюсь, эти советы вам пригодятся. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.